only thing, but 6 days, because the 6 вкусов являются универсальными. The 6 tastes are given by nature to make a balanced use of this for health. Потому что эти 6 вкусов даны нам природой для уравновешивания. To make a balance between this kapha and what? Pitta. Между нашими тремя дхату. The 3 dhatus. To restore the function of the 3 dhatus, that is also what is explained in science. By use of these substances, you can balance and you can restore. Аюрведа объясняет, что используя вот эти разные вкусы, мы можем восстановить нормальную работу всех 3 дхату. It is not only medicine. И восстанавливается она не только лекарствами. Now I will give you some examples of very good treatment even without using medicines. Я сейчас дам вам примеры очень хорошего излечения с помощью не медикаментозных, не лекарственных веществ. For example, например, for migraine, because that is most of the people are suffering from migraine. Например, от мигрени. Очень многие люди страдают мигренями. Все же знают, что такое мигрень. I think in this country also most of the people are suffering from this. Migraine is universal disease now. Мигрень стала универсальным, вселенским заболеванием теперь. Так что у вас, наверное, многие при мигренях используют болеутоляющие, но не излечиваются при этом. So you can cure migraine without any medicine. Но вы можете вылечить мигрень без никаких лекарств. Так. 3 ingredients required. Для этого нужно 3 ингредиента. Seeds of coriander. Семена кориандра. And the seeds of cumin. Семена кумина. And then dry ginger. И сухой powder, Dry ginger. Pieces of dry ginger. Pieces. И кусочки высушенного имбиря. Я уточнила, говорит кусочком. The procedure is that you make powders of this separately. Процедура Just состоит в том, you can put them in a pan and without oil, just a little bit on the heat on the pan and then make powders. Вы можете сделать, значит, из каждого из этих ингредиентов нужно сделать отдельно порошок, чуть-чуть подогреть на сковородке и потом смолоть. Сначала подогреть, потом смолоть. Сначала подогреть, потом смолоть. And when you make these powders ready for use, когда эти порошки будут готовы для употребления, then there is the procedure. Тогда нужно сделать некую процедуру. So in the evening, вечер, before you wish to retire to bed, перед тем, как пойти спать, a little bit before that, you take some handful of rice. Возьмите горсть риса. Not completely white rice, it should be less white. Должен быть не полированный рис, а такой, чтобы там не полностью очищенный. Узбеки у нас бывают. Не бурый. Not brown. Brown rice you can take. But also, so a little bit thin, but not completely, yeah? Not completely eliminated the peel. В общем, такой полуочищенный рис. And then
cook this rice to make it soft. Сварить до мягкости. But you have to cook in such a way that the water is not thrown out. So you use little water to cook. Варить нужно в таком количестве воды, чтобы рис как раз разварился, но воду не пришлось сливать. But to make it soft. Но при этом, чтобы он стал мягким. Как для плова. And put little milk. Положить немножечко молока. That means not to make completely liquid, but only to make it a semi-solid. So much of milk. Положить совсем чуть-чуть молока, не чтобы это было совсем жидкая уже каша, а так чуть-чуть помягче она стала с помощью этого молока. And then add a teaspoonful of yogurt into it. One teaspoon. One or two teaspoonful of yogurt. И дальше 1 или 2 чайные ложки йогурта. Йогурт. Yes. Ну, не Данона. Сметана. But not when it is very hot. It should be little not very hot. After, because when you cook the rice, it is hot. Then you put some milk, and then when it is not very hot, then you can put this. Не нужно класть прям в сильно горячий рис. Нужно дождаться, когда он немножечко остынет, потому что мы уже положили туда молоко, он немножко остыл. Вот, и когда остывший будет, положить And then close the vessel. И закрыть эту посуду с рисом, который с молоком и с йогуртом. To mix? To mix? Mix it. Да, смешать. Mix it and then keep it closed. И оставить закрытой посуде. And in the morning, Затем утром, soon after having your cleaning of the teeth, после того, как встали, почистили зубы, so then add these 3 powders, each powder 1 teaspoonful of this powder. в этот сваренный рис с молоком и с йогуртом добавить по 1 чайной ложке всех 3 порошков. And mix it with this rice. Хорошенько In this перемешать. rice. And then you have to eat at that time. И съесть вот сразу после вставания. Instead of breakfast. Yes. Вместо завтрака. Before also you should not drink coffee or tea before this. Перед этим нельзя пить ни чай, ни кофе, ничего другого. Вода. Afterwards, but not before. Нет, не до. Это должно быть первое, что вот вы возьмете в рот. Натощак и без воды тоже. То есть рис ложат на тарелку, да? Ну, получится примерно 1 тарелка. So it should not be very late that you should eat as early as possible. И это должно быть время еще уже не позднее. Нужно съесть это как можно раньше утром. At what time approximately? Because early is different for you, for us, for everybody. But when you wake up, when you make brushing and start your activity, then your digestive system starts its activity. So as soon as it starts its activity, you have to eat this food. То есть нужно встать, там, пока умываешься, там, чистишь зубы, все это приготавливаешь, уже должна какая-то активность в теле начаться, деятельность. Вот когда почувствуете, что уже что-то началось, тогда нужно съесть. If you drink coffee or tea and then eat it, then it will be not effective. Если вы сначала попьете чаю там, или особенно кофе, то и потом съедите эту кашу, никакого действия она не возымеет. А завтрак когда? Через сколько? Это рис. Понял. Круто. И как долго?
He asked How long? Yes, I am going to tell that how long. You have to, if you are suffering from many long years, И значит, сколько нужно так лечиться? Если вы страдаете уже много лет мигренями, then you have to do it for 2 to 3 months. тогда нужно есть такой завтрак от 2 до 3 месяцев. Это и есть завтрак. Salt, we cannot add salt, yes? If at all you have to use the rock salt, that is also a little bit, very little. Если совсем трудно так съесть, можно чуть-чуть, только каменной соли. А масло топленое можно использовать? Нет, и нельзя. No other things except this. Ничего другого, кроме того, что я сказал. You don't ask questions, you just note down. Because Вы, пожалуйста, не задавайте вопросы, а просто записывайте. if you want to be cured, you note down and do it. Without doing, if you question, there is no use. Если вы имеете эту проблему, просто запишите, а потом делайте это. А если вы задаете только вопросы, то от этого все равно никакого толку не будет. So all these 3 powders, each 1 teaspoonful. Каждую из этих порошков, каждый по чайной ложке. Через верх С горкой. So in grams you cannot tell, because they are now asking if this spoonful, it is like this or like this. All the 3 powders equal quantity. All the 3 Одинаковое powders количество. equal quantity. Одинаковое If количество. a little bit more, little bit less, nothing happens. No problem. You need not make a weighing measures and weighing and all these things. В общем, он не ответил. All equal quantity. Одинаковое количество должно А быть. можно уточнить еще, а смалывать надо сразу на какой-то большой период, либо каждый раз, сразу смалывать заранее? The question is if we have to grind only for 1 day, or we can grind it for Powders. yes, powders. The powders you can grind for 1 or 2 weeks, which we can Не, use можно for на 1 or 2 одну, weeks, на 2 not every недели. day. My question is if we can, it is necessary to grind it only in hand, or we can use, for example, The grinder, You can electric use grinder. You can use the grinder, no problem. Можно использовать там кофемолку для того, чтобы смолоть. Скажи, а вот это 2-3 месяца недолго, а если редко бывает, как он пить? If the migraines, он не говорит, что если это часто мигрень, он говорит, если у вас это долгое время уже А продолжается. если недолго, человек недолго не верит. If the migraines have just started, not continuing from the childhood. So the minimum period is 40 days. Минимальный период это 40 дней. 40 минимальный период. Это касается почти всех лекарств аюрведических. Это же не антибиотик. In many cases where I prescribe, after the 40 days, the migraine disappears. В большинстве случаев, когда я предписывал прописывал вот эту вот эту штуку, такой завтрак, после 40 дней все проходило. In a few cases where there is very chronic, it took about 2 or 3 months. Только в нескольких очень хронических случаях пришлось принимать дольше, от 2 до 3 месяцев. So since this is not a medicine, you can, and also it will be very tasty also, you can, there's no problem for you to do it. Он говорит, так как это не лекарство, и это, в общем-то, достаточно вкусная штука, никаких проблем нет, чтобы так завтракать. А можно вопрос? Когда оставляешь рис с молоком и йогуртом, надо просто при комнатной температуре оставить, программу поставить на ночь? When you are preparing this rice with milk and yogurt, you cover it with the cover, you leave it in the room, or you have to put it in the colder place? No, in the In the room. room temperature.
при Normal room комнатной temperature. температуре. So most of the people who have done this, they confirm that Большинство людей, которые испробовали на себе этот рецепт, они подтвердили, что мигрени полностью проходит. in Europe also many people whom I advised that they followed this and then confirmed that they are free from migraine. И в Европе тоже многие люди проверили это на себе, и они подтвердили, что мигрень полностью прошла. Because there is no cure for migraine in normal medicine, that is quite sure. Потому что обычная медицина, она не может справиться с мигренями. So only they advise you whenever you get migraine to use painkillers. И единственное, что они могут посоветовать, каждый раз, когда у человека мигрень, они посоветуют принимать болеутоляющие. Как это работает? Ну, как ингредиент действует, что она проходит? Или это отдельно? He is asking how does it work if there are some investigations to explain the procedure, what happens with the... You want cure or you want only the analysis? Вам нужно вылечиться или вам нужно только проанализировать? This question is like when you are hungry, when you take food. So if somebody says that how you explain how the hunger is satiated by taking food? Ваш вопрос подобен тому, что если когда человек голоден, и ему предлагают пищу, он начинает говорить: так, объясните-ка мне, как это происходит, что у меня голод проходит в тот момент, когда я начинаю кушать. But the thing is, for example, I don't have migraine, but I would like to know how the spices. No, but you can advise people who have migraine. You don't have migraine, you need not take this. But you can advise and help those people who have migraine. Because this is a formula given. Okay. So you should not make it more, everything, you should not make it analytical and complicated. You follow it and you will have the result. That is the thing. Okay. It is so simple. Оля говорит: у меня нет мигрени, но я хочу знать, как действуют эти специи. А Ананта Кришна говорит, что если вы хотите излечиться, вы просто следуйте тому, что вам говорят, и вы излечитесь. Because migraine is a condition which is caused by an imbalance, a disturbance in the gastroenteric system, functioning of system. Ананда Кришна объясняет, что мигрень – это болезнь, которая вызывается неправильным действием желудочно-кишечного тракта. And so the pain is felt in the head, but the origin is disturbance in the gastroenteric system. Он говорит, что боль мы чувствуем в голове, но причиной является желудочно-кишечный тракт. And so these ingredients in this combination, they neutralize this disturbance in the gastroenteric system. А вот то, что предлагается, этот рецепт, он нейтрализует тот непорядок, который существует. That is how you get migraine cured. Поэтому мигрень излечивается. And another application is in hemorrhoids. Есть еще рецепт для геморроя. Also there are many people who are suffering from hemorrhoids. Очень многие люди страдают от геморроя. So most of the people, they go for surgery. И многие люди подвергаются операциям. If hemorrhoids are removed by surgery, you will get hemorrhoids once again. Но если человека с геморроем прооперировали, то у него возникнет геморрой неизбежно снова. Вот это интересно. Да у меня маститый друг есть, он ту операцию в Италии делал. Вот я ему подарок сделал, скажу, а я знаю, как избавиться. He said that it is very interesting. He said that he has a friend who made this operation, who had made this operation in Italy, and he will tell to him this story, and it will be his gift to him. Yeah, very good. So this formula is very simple formula. Эта формула очень проста, этот рецепт.
So the ingredient is aloe vera. А лечиться нужно только алоэ. And once again, early in the morning, Опять, рано утром, before you eat or drink anything, до того, как вы что-нибудь съедите или выпьете, you take a fresh piece of aloe vera. вы берете кусочек свежего алоэ, Because you can have aloe vera in your house. потому что в домах вы выращиваете алоэ. I think you have also, you can grow aloe vera easily. Yes, in the house. In the house. We can. So you cut the piece and then you just take out the peel, you get the soft substance, Берете только внутреннюю мягкую часть, so the white soft substance which is bitter. которая очень горькая. So you must take this, a quantity is about at least 2 large spoons. Large. Not the small spoon, but the big spoon. Two spoons of this. Нужно взять примерно 2 столовые ложки, не меньше. You can Алоэ. you can just have little honey combined with this, Можно добавить чуть-чуть меда and you have to take it. и съесть это. And at least minimum half an hour you have to wait for, if you want to have Как some минимум food or some. полчаса нужно ждать до приема достаточно приема пищи. So Вкусно ты говоришь, Казя? this you have to do continuously Это нужно делать долго, for a minimum of 40 days. минимум 40 дней. In some cases when it is very chronic, then continue for 2 or 3 months like this. Если в очень хронический случай, тогда нужно продолжать тоже 2-3 месяца. Then the hemorrhoids gradually get reduced and disappear. И тогда постепенно геморрой будет уменьшаться и исчезнет. Вопрос. Бывает часто после родов геморрой. Можно это делать женщине после родов, когда она кормит? Или молоко будет несъедобное? Her question is about this hemorrhoid, which often appears after giving birth in women. So when giving breast, when breastfeeding, is it possible to eat this, or milk will be very bitter? No, milk will not get bitter because you are not mixing this in milk. You are only taking this, and this will not give any bitter taste as milk. Говорит, что не будет горько. Может. And another application is in the persons who are suffering from anemia, Еще один рецепт для людей, которые страдают анемией. from low quantity of hemoglobin in blood. От низкого количества гемоглобина в крови. The first thing you have to do is you have to grow some wheat grass in your house. Первое, что нужно будет делать, это выращивать пшеницу в своем доме. Но траву пшеницы, да, траву пшеницы. Проращивать. Не проростки делать, а именно вот чтобы зеленая щетка выросла. Траву. So when the grass is ready, grown, Когда эта трава готова, then in the evening you take 1 or 2 of the dry figs, dry figs, and make the pieces. вечером нужно взять 1 or 2, 1 or 2, 1-2 сухого инжирины, make them pieces, покрошить на кусочки. you can cut them, tear them into pieces, and then
1 or 2 dry dates. Также одну или две сушеных финика, 1 или 2 сушеных финика. Take out the seeds and make them small pieces. Make the seed. Вытащить оттуда косточки и сделать, порез на маленькие кусочки. And 2 or 3 raisins also. И 2-3 изюмины. And put them in a glass of water. Small glass of water. Положить маленький стакан с водой. And in the morning, then you take a handful of this grass out. Утром нужно сорвать примерно горсть пшеничной травы, And cut into pieces. порезать. And also take 1 or 2 carrots. Взять 1-2 морковки. If possible, if they are grown in your garden, that's well and good. Лучше, если органические, со своего огорода. And then with those pieces of carrot and with the pieces of the grass and these things together, with this water, you make juice in the mixer, the juicer. Потом, соединив все это в миксере, делайте из этого сок. То есть из порезанной травы пшеничной, из порезанных кусочков инжира. Коктейль. 1-2 морковки. И 1-2 морковки. And in this juice you add 1 or 2 teaspoons of honey. Туда положить 1-2 ложки меда. And you have to take this with empty stomach before you eat or drink any other. И принять это на голодный желудок утром, до того, как начнете есть или пить. So maintain at least 1 hour gap for your Как eating. минимум за час до первого приема пищи или питья. So you do this continuously without gap for 2 months or 3 months like this. Делать так без перерывов в течение 2-3 месяцев. In most of the cases, even after first month, you find increase of the hemoglobin. В большинстве случаев, даже после первого месяца, уже повышается гемоглобин. So generally, in 3 months, after 3 months, your hemoglobin level maintains normal. Обычно к концу 3-го месяца уровень гемоглобина стабильно становится хорошим. Most of the cases of anemia are controlled by this formula. Большинство случаев анемии может быть излечено с помощью такого рецепта. Вопрос тоже. Можно ли профилактически, тоже для анемии? Профилактически не ожидающие Prophylactic? For prophylaxis, for pregnant Pregnant women, women, very good also. очень хорошо для профилактики. Because this is not a medicine, so you can safely use it. Потому что это вообще не лекарство, можно это совершенно безболезненно. It is very safest because it's not a medicine. Это самое безопасное, потому что это не лекарство. And any person can use this because there are no contraindications for this. И каждый может это использовать, потому что противопоказаний не существует для этого. Всем хорошо. So this I have experimented in many patients and all of them they have very comfortable results with this. Я назначала это многим пациентам, все получили хороший результат. And you have these pumpkins, green pumpkins, do you have? Yes. Green pumpkins. So the juice of the pumpkin pulp of these green pumpkins. Также сок из зеленой тыквы. Сейчас скажет. Twice or thrice a week you take the pumpkin, make a juice of this pumpkin pulp, you add some 2 spoons of honey and you drink this juice, or even without honey also, for hemoglobin.
А